recording and you can read the slate. Today is May 16, 2023. I'm interviewing Hannah Plotkin. My name is Anna Granat, and the interview is in Toronto, Canada. We'll be doing the interview in Russian. Здравствуйте. Да. So, Вы хотите начать с вашего имени? Как вас Да. зовут, где вы родились? Мое имя make sure she's looking at you. Мое имя Ханна Плоткин. До войны мы жили в Минске. Я, моя мама Голда, и мой папа Рафаил, и моя сестра Дрейза. Да. Вот это у меня не сохранилось довоенных фотографий, потому что сразу, когда Минск началась война, Минск сразу был бомбили, и наш дом сгорел, и мы прятались в бомбоубежище. Когда мы вышли, мы увидели, что наш дом уже в огне. Да, вот эта фотография послевоенная, когда мы встретились уже после войны вместе с папой. Здесь мой папа Рафаил, мне здесь 11 лет, моя мама Голда и моя старшая сестра Дуся. Да. Что я помню во время этих очень тяжелых дней для меня, для всей моей семьи? Я первый раз даю интервью, поэтому я хочу просто, чтобы для моих детей, для моих внуков, ради которых я это все делаю, осталась память, чтобы они знали, что пережили их бабушки и дедушки, чтобы они помнили и были благодарны за то, что они имеют такую счастливую жизнь сегодня. Да. Так вот, когда началась война, мы жили в Минске. Сразу Минск, конечно, попал под обстрел. Когда наш дом сгорел дотла, мы прятались в бомбоубежище, когда вышли, нашего дома уже не было. Да. И мама с нами, мы нашли нам друзья дали какое-то помещение, где мы жили. Вскоре, когда вошли немцы, сразу же, конечно, мы очень были испуганы, мы первый раз, потому что кругом стреляли, кругом мы боялись выйти из дому и на улицу. Что? Сколько вам было лет? Мне было тогда, я родилась в 1935 году, значит, мне было 6 лет. Я была маленькая, да. Моя сестра Дуся была старше. Первый погром был где-то 7 ноября 1941 года. В этот первый погром мы прятались вместе с семьей в каком-то здании на втором этаже, в большой комнате. Нас было очень много людей, я помню. Стояли тесно друг к другу. Дверь этой комнаты снаружи была заставлена большим шкафом, чтобы не знали, что там внутри есть, как будто там никого нету. И комната была без окон. Женщины держали маленьких детей на руках, и когда слышали голоса немецкие снаружи, они прикрывали тихонько их рот, чтобы не было слышно их голосов. Там мы пробыли целую ночь, и на утро мы не знали, что уже погром кончился, и на утро мы услышали, как одна женщина снаружи называет имя своей сестры.
Она пришла с немецким офицером, чтобы найти свою сестру. Она работала переводчиком у немцев, то есть она имела какой-то доступ. Ну и нас тогда вывели, она свою сестру взяла, а нас всех остальных, немецкий этот офицер повел на юбилейную площадь, где мы там уже и оставались жить. Там мы должны были жить. Было организовано гетто. Это в Минске? Это все в Минске. И вы были с родителями и сестрой вместе? Я, мама и моя сестра. И папа был. Но в гетто папа был как-то отдельно, потому что молодых мужчин они забрали сразу работать. Да. А мы мама, я и моя сестра, мы жили отдельно, кто-то нам отдельно с другими семьями, в очень плохих условиях, конечно. И не было... Голод был? Еще какой голод. Мы были... Никакой еды у нас не было. Единственная еда, что оставалось, может быть, в доме, куда мы поселились, или часто молодых женщин брали на работу, вот моя мама тоже, стирать немцам или на кухню, где они могли чистить овощи, картофель, там, морковь, и все для немецких солдат. И когда их брали на кухню, мама была очень довольна, потому что она могла спрятать очистки от овощей и принести это домой, чтобы сделать нам еду. Да. Так мы жили очень, очень голодно. Потом маме как-то удалось наладить, мама была, у нее, когда она работала, у нее было много друзей, конечно, которые остались в русском районе. И она смогла как-то поддерживать с ними связь. И как она поддерживала связь? Гетто было ограждено колючей проволокой. И часто я или моя сестра, мы под колючей проволокой, конечно, в такое время, чтобы вокруг проволоки вдоль проволоки ходили полицейские с ружьями. И мама нас проводила там, щель внизу была, можно было приподнять проволоку эту, и чтобы мы нырнули. Маленький ребенок нырнет под проволоку и побежал. Мы уже знали, куда нам надо идти, и там нам мамины друзья давали немного еды, что мы могли принести домой для семьи. Я помню один раз, когда я возвращалась с русского района в гетто обратно, я увидела, что полицейские ходят очень часто и смотрят в мою сторону, а я была со стороны русской, да. А мама была со стороны гетто и видела все это, и она очень боялась, что я его не увижу и начну проползать, и он меня застрелит. Но я как-то... Дети были очень сообразительные, хоть и маленькие, да. Значит, мама... Извините. Я взяла палочку и на земле нарисовала такие классики, как дети играли, классики, начала прыгать. Он подумал, что я принадлежу к русской эрии, и пошел в обратную сторону. В это время я как-то шмык под эту проволоку, и мама меня схватила, и мы побежали домой. В общем, мы так вот
мама как-то старалась, чтобы мы выжили, чтобы нам была еда, чтобы мы могли выжить в этих условиях. Мы пережили еще несколько погромов. Во время этих погромов мы прятались, в доме был погреб такой. И когда начинался погром, мы прятались в погребе, конечно, сидели там тесно, в холоде, и сверху крышка погреба была, как-то сумели поставить на нее стол, чтобы не было видно, что это погреб. А снаружи дома вешали огромный замок такой, что как будто дома никого нету, дом закрыт. Вот так ухитрялись сделать, да. Ну и после, когда мы уже слышали, как-то звуки проникали все же в погреб, или мы прятались на чердаках, тоже вот так вот было, да, несколько раз. Когда мы слышали, что уже стрельба не слышно, закончена, мы могли выйти оттуда. И, конечно, мы боялись выйти на улицу, но когда выходили на улицу, я помню, как на снегу кругом была кровь. Кругом была кровь от убитых людей, да. Еще долго она стояла, да. Так как я уже сказала, что мама имела друзей в русской эрии, она сумела достать паспорт на имя Лешикова Татьяна, русская женщина, да, русский паспорт. И с этим паспортом ночью мы в 43-м году, в мае месяце, был май месяц, мы ночью ушли от Минска, чтобы подальше от Минска. И мы шли так, чтобы не видеть, не встречать людей, чтобы нас не узнали, что мы евреи. Конечно, мы сняли эти латы еврейские, которые были на нас, желтые, все, ну, чтобы выглядеть, как будто идут беженцы, да, такие, не евреи. Мама была не очень похожа на еврейку, да, как-то моя сестра тоже. А на меня, вот я вам расскажу позже, да. Мы шли так очень долго, несколько дней, и останавливались, встретила мама, видит большой дом, да, и она подошла к этому дому и обратилась к хозяину с просьбой приютить ее и детей, да. Он сказал, спросил, знаешь ли ты, можешь ли ты работать? У него было довольно приличное хозяйство. Моя мама родилась в деревне, и она знала деревенскую работу, она могла работать на поле, она могла ухаживать за скотом. Вот мама это выполняла. Он меня тоже оставил в этой семье, так как родились у него 2 маленьких детей, близнецы, и я была как бы нянькой, да. Вот. У него еще было 2 мальчиков, довольно-таки по лет 11-12, которые очень меня не любили и издевались надо мной очень, да. Старались как-то меня все время чем-то ударить, чем-то то, в общем, так. А моя сестра старшая была пастушкой. Она пасла скот в поле. Так мы прожили у него несколько месяцев. Потом одна женщина, люди приходили из города Минска, люди приходили в деревню за еду, чтобы обменять какую-то одежду на еду. Это была русская женщина, и она сказала этому хозяину, его звали Терешка,
что у тебя живет жидовка. Он говорит, не может быть, жиды не умеют так работать. Посмотри, как она работает в поле. Ну, и он сказал это маме, что вот сказали, что ты жидовка. Мама ему сказала, нет, я русская женщина, это мои дети. Но мама, конечно, испугалась, что он может передать нас немцам, сказать об этом, потому что вокруг были немцы, вокруг этой деревни. Мама ночью собрала нас, и мы пошли дальше от Минска, тихонько, чтобы он не знал, ушли дальше от Минска в другую деревню, Барки, да, и там это была уже партизанская эрия, да. И в этой деревне мама тоже работала по хозяйству, нам уже и была связной у партизан. Как связной она могла передавать, они приходили в эту, так как это была партизанская эрия, они приходили в деревню за едой и как-то узнали о маме, и мама, она понравилась им, да, они поверили ей, но они не знали, что она еврейка, все время считали, что она русская, конечно. Между прочим, в этом партизанском отряде была одна еврейская семья. Его звали Дотка. У него была дочка, с обмороженными ногами и жена. И когда мама присылала еду для него, так он говорил, мама, это самое, он приходил вместе с партизанами, и мама давала еду. И мама слышала, как он говорит, «Агуте гой метаиды шехарц». Да. Он не знал, что мы евреи, потому что мама это скрывала, это было необходимо. Да, она не знала, как повернется дело. Да. Когда Минск был освобожден, уже в июле 1944 года мы сразу вернулись в Минск. Но партизаны знали, что Минск освобожден, и мы сразу вернулись в Минск. Мы нашли наших уцелевших родственников, которые тоже пришли, и мы поселились в квартире папиного брата, который погиб в гетто. Эта квартира была, конечно, без всяких удобств. Все удобства были во дворе, как, да, и вода во дворе, и туалет во дворе, печка стояла, да. Мне уже было 9 лет, да, да. Я пошла в школу номер 12, женская школа, да, женская школа номер 12. И окончила ее с медалью, да, серебряной медалью. Но я хочу сказать, что антисемитизм продолжался и после войны, да. Когда во время собеседования при поступлении я пошла в политехнический институт поступать на отделение, на строительный факультет, комиссия спросила, какая национальность вашего отца, потому что я была Анна Рафаиловна, да. Вот, то есть антисемитизм сохранялся, да, во время войны, и мы, чтобы жить, мы должны, конечно, были вести себя очень-очень скромно, да. Мама осталась на фамилии Лешкова Татьяна. Она оставила этот паспорт, она сказала, он мне спас жизнь, и я хочу остаться с ним. Только она поменяла национальность на еврейку, да, и
мы жили как Лешиковы, да, да. Мы встретились с папой. Папа пришел. Конечно, во время во время зимы папа до войны еще болел туберкулезом. И в партизанском отряде во время войны этот туберкулез еще больше у него усилился. У него стала открытая форма туберкулеза. И в 1947 году, вот здесь это последняя фотография, мой папа умер, да. И мы остались только с мамой, да. Вот. Ну, я окончила институт, вышла замуж за моего мужа Плоткина Григория. Вот он здесь, да, на фотографии. Это когда это мой старший внук Мишенька, это средний внук Яшенька, а это маленький Бобби, он уже родился здесь, в Канаде, в 95-м году. В 93-м году у нас в Минске родилась дочь Лилия в 60-м году, которая еще в Минске, вот она, у нас родилась двое внуков, Мишенька и Яшенька, и сын Олег. Мы в 90-м году уехали в Израиль, эмигрировали в Израиль. Я, мой муж и мой сын. Моя дочка в 89-м году эмигрировала из Минска в Канаду. Их взяли на спонсорство брат ее мужа. И они приехали в Канаду, а мы остались в Израиле. В Израиле мы работали с мужем на заводе, который делал... Мы жили в Хацоре, на севере страны, Хацор-Хаглилит. 3 года мы жили в Израиле, в этом Хацоре. Нас очень хорошо приняли, конечно, но мы встретили друзей из Минска там, да, одну семью. И все работали на предприятии. Нас определили в Ульпан, где мы изучали иврит. И интересно, когда мы ходили в Хацоре на рынок, это назывался Хук, да, Хук. И там продавцы кричали: Горбачев, подходи, Горбачев. Они сразу видели, что мы из России. Горбачев, подходи, бери. Да, это было очень да. Но мы жили 3 года в Израиле. Прекрасная страна. Когда выбирали Рабина, да, вот я помню, мы имели экскурсию в Иерусалим, и мы жили там в гостинице, где была горячая вода и отопление, потому что в Хацоре, как везде в Израиле, каменные дома, и очень холодно было зимой, да. И когда мы приходили с работы, мы включали обогреватель масляный, муж ставил его около себя, накрывался одеялом и так обогревались, да. Зимой было очень холодно, в каменных домах отопления не было. Летом, зимой на улице было теплее, чем дома, да. Но это прекрасная страна. У нас остались очень хорошие, конечно, воспоминания и память, друзья и у нас еще там остались. Мы перезваниваемся, но мы там были одни. Дочка с семьей была здесь, в Канаде, и нам было одиноко, так как семья была разобщена.
дочка взяла нас на спонсорство сюда, в Канаду. И в 93-м году мы переехали сюда, в Канаду. И мы жили на спонсорстве нашей дочки, пока мы получили government помощь, да. Ну, работали, как и все, бэбиситером я работала, нянчила детей в одной еврейской семье, да. Мой муж работал на Fiera Food, клининг делал, да, залезал в эти фуд-процессоры, чистил их. Всякую работу мы не гнушались любой работы, но мы были счастливы, что мы вместе с нашей семьей, с нашими детьми, да. Сын женился на девочке, которую он знал еще с Минска, но они эмигрировали в Америку, в Миннеаполис, и он женился на ней, да. И у них родилось 2 детей, мальчик Денис и девочка Релия. Вот неделю тому назад сын приезжал сюда, чтобы увидеться с нами вместе с внучкой Релией, да. Ей уже 20 лет, прекрасная девонька. Вот. И мы проводили очень хорошее время, ездили, были у дочки последний шаббат. В это время было обширение с моего среднего внука Яшеньки. У него 4 детей, 2 девочки и 2 мальчика. Рубин, ему уже 5, и Бенджамин, ему 3. Бенджамина назвали в честь дедушки, в честь отца моего папы. Он Рафаил Беньяминович, да. Это мне было очень дорого. Это обширанец, это в 3 годика, когда мальчику одевают кипочку и цицит, то есть он уже становится как бы еврейским мужчиной, да. Волосики обрезают, постригли, у него были длинные волосы, вот как у вас, да, да. А так его постригли уже потом под мальчика. Первую прядь постриг Рэби Зальцман, да, и кладут мешочек, дают ему копеечку, он кладет в цедаку, и все хлопают, мазель тов, да. Это было очень такое хорошее celebration, да. Жалко, что мой муж не дожил до этого. В ноябре прошлого года мой муж Григорий, вот еще горит свеча по нем, да. Он ушел из жизни, да. Но когда женился мой мой младший внук Бобби, это было 25 августа, да, он очень хотел, чтобы дедушка был на хупе. Он очень был близок с дедушкой. Все время мой муж последние годы был в Норсинг-Хоум в Оливью, близко от моего дома, за Брансон-госпиталем. Я каждый день ходила к нему, чтобы его навещать, на улицу его выводила, и чтобы он чувствовал, и он чувствовал таки заботу, да. Последнее, вот мы сделали, я хочу показать фотографию. Это свадебная сейчас. Вот это я с моим внуком, когда у него была свадьба. Но я хочу показать не эту фотографию, а фотографию, вот где он с дедушкой. Как он, дедушки привезли на вилчер. Он уже не понимал, конечно, у него был Альцгеймер, такой очень в форме, да. А вот его жена Наоми, прекрасная девочка, да, прекрасная, чтобы они были только счастливы, да.
чтобы они были Мы потом только поближе покажем фотографии. Да. Очень красивая семья. Вот это я с моими Очень внуками, красиво. да. Где-то была фотография, минуточку. Вот фотография. Вот фотография. Вот это мой сын, я, мой муж. Это его... Он развелся от первого брака, это его второй брак, да. Это моя дочка, это ее муж, Алекс Плакс. Да. Очень красивая семья. Мы потом поближе покажем. Да, Спасибо. да. Я очень горжусь моей семьей. Мы поддерживаем все еврейские... Только здесь я хочу сказать, что мы поддерживаем еврейские традиции. Вместе с моей семьей собираемся на праздники, на субботу, шаббат, все вместе. У нас внизу в моем доме синагога Маон Наам, которой я принадлежу. И эта синагога имеет memory wall. И на этой memory wall есть имена родителей моего мужа и имена родителей моих. Где написано их имя и дата их смерти на инглиш и на хибру, да. Вот. И каждый раз мы, конечно, в Йорцайт, годовщина смерти, я спонсирую кидыш, собирается семья. И я осталась одна всей семьи в данное время, которая в живых, которые могут сказать спасибо нашим родителям, которые спасли нас. И мы помним о них, и мы знаем, что они имеют алию и молятся за всю свою семью, чтобы дети были здоровы и счастливы. И семья продолжалась. Спасибо им большое. Амен, амен, амен. Не могу сдержаться. А что бы вы хотели пожелать будущему поколению? Что я хочу пожелать будущему поколению? Вот когда, вы знаете, был такой грант Child Holocaust Survivor. Child Holocaust Survivor был грант. И когда я получила этот грант, я этот грант, конечно, распределила между всеми моими внуками. И написала с помощью моей дочери to our dear lovely grandchildren, your grandmother Hannah and your grandfather Grigory Plotkin are Holocaust child survivor in the war 1941-1945. This is for you from us, our memories about this terrible time in our life. You all have know about this because due to the fact that we survived this war, we have today our beautiful family. We love you so much and hope that for many more years we're going to have together many simchas ahead. И вот эти бумаги, называют они Холокост, бабушка, это наш Холокост, да. Они имеют каждый, и они хранят. И когда мы зачитывали это,
наши внуки читали каждую паршу за столом все вместе. Старший внук уже был женат, у него должен был родиться ребенок, а эти еще были, конечно, нет, остальные. И они читали и плакали. Это было, они прочувствовали вместе с нами все, что мы пережили. И это, конечно, очень радует, что наши дети помнят об этом и знают про свое прошлое, про прошлое своих родителей, про корни, да. Недавно мой младший внук Бобби Плакс, который женился, он работает, он имеет класс в Hebrew School, да. И он попросил меня: бабушка, дай интервью «Холокост», расскажи этим детям, им где-то по 10-12 лет. И я согласилась, я пришла туда. И вот я взяла эту фотографию, и прежде всего я спросила, я поздоровалась с ними, да, и спросила их, what you think, how old I am, how old I am. Кто-то начал с 50, I говорю, more. Кто-то начал, after they say 60, 70, I say more. I tell them I am 87. Yeah, they was very surprised. Maybe because I wear a wig and I looked maybe not on my age. Yeah. So I am so happy that I have my family, and I blessed my family from all of my heart, and from my husband, from my sister, from all what we wish him all the best in their life. Only simchas, simchas, and simchas. Amen, amen, amen. Спасибо. Спасибо за ваше время. Спасибо. А это вот моя our family stairs, как мы называем, да. Вот эти 3, да, фотографии хотите, чтобы он поближе показал, да? Вот ваш муж. Вот эти очень хорошие, да. Вот это как моя невеста где-то. Подождите. Hold one by one? And say who's in it if she wants it. Окей. Давайте тогда одну по одну фотографию поднимайте и говорите просто, кто на фотографии, да? По очереди, как мы положим. Чтобы все увидели вашу семью. Здесь это было 25 августа прошлого года, когда была хупа моего младшего внука Бобби, который очень... моего младшего внука Бобби. Вот так, да? Да. Yes, like that. Ага. Младшего внука Бобби. Он очень был близок с дедушкой. Когда дедушка был в Норсинг-Хоум, я уже говорила, он все время посещал его. Он и теперь, когда дедушка ушел, он делает в пятницу там шаббат шалом. Каждую пятницу он ходит туда, в синагогу, и делает для этих людей шаббат шалом в честь дедушки. Да. И это на его свадьбе. Он очень хотел, чтобы дедушка был, хотя дедушка уже не понимал, конечно, где он. Но, может быть, мы думаем, что он чувствовал присутствие своего любимого внука. Это его жена на свадьбе, Наоми. Прекрасная девочка. Это мой муж, моя дочка, мой сын. И во время свадьбы.
А это я с моим любимым внуком и его женой. Чтобы они были здоровы и счастливы, чтобы семья имела продолжение. Амен, амен, амен. Спасибо. Спасибо большое.